Честно, объективно, откровенно. Я, Андрей Николаев, сегодня снова говорю с вами только о важном. Ежедневно мы получаем от вас сотни писем, и каждое из них важно. Мы прислушиваемся к вашим просьбам, приглашаем к нам в студию только интересных людей и освещаем самые острые темы. Найдя дырку в пакете, многие из нас готовы поставить крест на ощущении базовой безопасности. Сегодня у вас порвался пакет, завтра у вас порвется что-нибудь еще. Сегодня у нас в гостях Евгений Жук, признанный эксперт в области пакетов. Мы говорим только о важном. Оставайтесь с нами. Евгений, здравствуйте. Расскажите, приблизилась ли современная наука к пониманию природы пакетов? Настолько ли это другой мир, как нас уверяют в средствах массовой информации? Добрый день. Начну с того, что ситуация однозначно плачевная. И здесь, чтобы эту проблему решать, то надо поднимать фундаментальные вопросы. Например, ГОСТ 1987 года под номером ПР-52/40 четко определил норматив, опираясь на расчет по допускаемому числу циклов нагружения. И здесь даже вопрос не почему они рвутся, а зачем они рвутся. Нужно не столько понять причину, но подумать, зачем это происходит, кому это выгодно. Спасибо, Евгений. А теперь давайте узнаем мнение нашего следующего гостя, Валентина. Он не смог приехать к нам в студию, но согласился принять участие в нашей дискуссии удаленно. Валентин, приветствую вас. Расскажите свою историю. Здравствуйте. То, что пакеты рвутся, стало для меня неприятным открытием еще в детстве. В то время я не понимал причин, не мог сам для себя это обосновать. Понятно, что просить разъяснения у родителей было сложно. В то время вообще такие темы не поднимались. Был некий барьер. Это сейчас 10-летний ребенок может спросить у мамы, допустим, о сексе. Она ему ответит, расскажет, как может. Да? А тогда, когда я рос, спрашивать у родителей, почему рвутся пакеты, это было что-то из области фантастики. Да. Приходилось искать ответы самому. Валентин, спасибо. Да, такие истории слушать всегда непросто. А сейчас давайте узнаем, как переносят пакетный катаклизм обычные жители. Со столичных улиц репортаж ведет наш специальный корреспондент. Здравствуйте, это передача «Только о важном». Как относитесь к тому, что пакеты рвутся? Как вам сказать? Пакеты рвутся у тех, кто в Бога не верит. С пакетом я иду без пакета, это еще ни о чем не говорит. Здравствуйте, это передача «Только о важном». Как справляетесь с тем, что пакеты рвутся? Я в пакеты уже не верю, ничего от них не жду. 2 года ношу покупки в руках и ничего, справляюсь. Сложно, но ничего. Здравствуйте, это передача «Только о важном». Как относитесь к тому, что пакеты рвутся? Главное, чтобы гондоны не рвались. Вот такая неутешительная правда. А сейчас давайте поприветствуем нашу следующую гостью. Татьяна, домохозяйка. Здравствуйте. Татьяна, я знаю, что вы неоднократно сталкивались с проблемой пакетов и пакетирования. Расскажите свою историю. Добрый день. Да, это были не очень приятные времена. Было особенно тяжело, когда мне нужна была поддержка. Они рвались, и я оставалась с этим один на один. Как и все, сначала я пробовала решить эту проблему сама. Но, к сожалению, результата это не принесло. В
В конце концов, я решила полностью уйти с работы и посвятить себя всему пакетированию. Но спустя некоторое время, не знаю, может, даже полгода, произошла какая-то перезагрузка. Я как будто начала принимать себя, думать о своих желаниях. Ну, а потом я познакомилась с мужчиной. И вы знаете, уже на первое свидание он пришел со своим текстильным пакетом, который не рвется так легко и быстро, как те, которые у меня были до него. Это был, конечно, переворот в моей жизни. Татьяна, спасибо вам за вашу историю. И мы надеемся, что у вас все сложится хорошо. Спасибо. Мир меняется каждый день. Мы не знаем, что будет завтра. Сегодня у вас порвался пакет, завтра порвется что-нибудь еще. Что делать и как быть, если все идет против тебя? На этот и другие вопросы мы дадим ответы в наших следующих выпусках. Берегите себя и до встречи на следующей неделе.